Счастье всем моим рыбкам, счастье. А рыбкам всегда есть счастье. Потому что рыбка в доме, радость в доме и счастье. Ну что, будем смотреть август месяц. Ну, август месяц для вас, август месяц для вас. Давайте посмотрим, какой. Давайте посмотрим, какой. И начнем давайте с Марса. Марс. Энергия. Решительность. Действие. Даже не подумав действие. Вот такой Марс. Марс. Переходит Марс, будет находиться Марс в Деве. В Деве это Марсу здесь не разбежаться. Здесь должна быть дисциплина и порядок. По вам оно будет проходить по 7-му сектору. Вот по сектору брака и семьи. Тут захочется тоже навести порядок и дисциплину. Если вы много работаете, обратить внимание на так, а где у меня моя семья, а что я с семьей, как много я уделяю внимания своей семье, как много я уделяю внимания своему близкому человеку, своим детям, насколько я присутствую много. Потому что Марс – это твое движение, это твое действие. Что я делаю, какие действия делаю я для своей семьи, как я их развлекаю, уделяю сколько им времени, сколько провожу вместе времени. Потому что, находясь в Деве, это вас очень будет сильно дисциплинировать. Это не так, что, решатся там вопросы, что я вот тут мне надо сделать, забить, прибить, перевесить. Это я на следующий месяц. Нет, Марс заставит сконцентрироваться и сделать ту работу, которую необходимо будет сделать. Особенно все, что связано по дому. Новолуние, которое будет 8 числа, это новолуние будет во Льве, в огне. Для вас оно такое, вашу такую водную стихию. И так у вас вода всегда немножко теплая. Это источник такой, который вот теплая вода, где-то там глубоко. Здесь еще и плюс ко всему такая подогреет вот это вот ваше тепло. И это связано будет с 6-м сектором, то есть опять работа и здоровье. Тоже будете смотреть и строить планы, то есть думать о том, что у меня с работой, как у меня с работой, где, сколько времени я занимаюсь своей работой, много ли я туда уделяю времени. И все, что связано, возможно, во Льве, возможно, заявите вы себе, о себе как-то заявите на работе. Может быть, и потребуете выплаты, которые вам не выплатили. А может быть, продвижение идет по служебной лестнице, вас заметили и немножко хотят, чтобы вы поруководили этим процессом, то есть заинтересованы очень в вас. Такое тоже может быть. По состоянию здоровья здесь тщательно обратите внимание. Почему там, допустим, у вас периодически начинает болеть колено, почему периодически начинает сердце. То есть захотите именно обратить на это внимание и построить определенные планы в этом направлении. 12 августа Венера сделает прекрасный трин с Плутоном. То есть очень гармоничный аспект Венеры с Плутоном. Это материальный очень аспект. И аспект очень, сексуальный. Вот два в одном. И Венера материальна, и сексуальна, и романтична, и Плутон про это то же самое. И делает прекрасный трин. И тоже делает трин в вашем 7-м секторе. 7-й и 11-й сектор будет занят. Представляете, какая это гармония? Вот уделить внимание, прям месяц про то, удели внимание своей семье. От этого ты приобретешь очень много эмоций, своих таких личных эмоций, очень таких теплых эмоций, домашних эмоций. И точно так же материально.
это определенная прибыль вполне может быть, выплаты, вот я говорю, какие-то выплаты к вам придут. Или это даже очень большие выигрыши, большие сделки. Возможно, вы замешаны в продажном бизнесе, может, вы продаете таким товаром и большой спрос. Вдруг на эти товары, это могут быть все, что связано с эстетикой, это могут быть и картинные галереи, это могут быть живопись какая-то, это может быть как что-то слеплено из глины, кувшины какие-то, изделия, которые вы делаете руками. Это могут быть и вполне дизайнерские какие-то вещи, выставленные вами. То есть и эстетика, и финансы, и красота, и влюбленность. Чудесный, замечательный трин. Этот будет у вас дальше, что смотрим. С 16 августа Венера перейдет из 7 сектора, перейдет в 8 сектор. Опять финансы. Опять финансы. Ой, рыбки, вы что-то в этом месяце получите, какую-то надбавку. Или наоборот, вот в банке, если вы большой процент платите, вы можете идти договариваться, вам скинут какой-то процент. Какие-то финансы у вас поднимаются. Но необходимо для этого сделать определенную суету, немножко посуетиться для того, чтобы получить деньги. Сделки хорошие, продажи хорошие. Вы выходите на какую-то торговлю, где вы сможете поставлять свой товар хорошо. Сделки делаете хорошие. И уже вот смотрите, с 16 числа Венера перейдет в весы. Это дипломатия, это договоренность, это гармоничный. А у вас это получается 8 сектор. Прекрасно. И прибыль, и удача, и прибыль даже в партнерстве. Вот у вас прибыль в доме. У вас что-то прибавляется в доме. Может быть, и пополнение идет в дом. Причем это такое пополнение, которое, ну да, если это появляется у вас ребенок, вы на него получаете деньги. Это тоже пополнение. А вообще член семьи пополняется. То есть у вас идет прям великолепно. Вот Венера сама переходит 16 числа, она уже переходит в весы, и она переходит туда, где она управительница. Настолько гармонично ей там хорошо будет в Венере. А для вас это получается 8 сектор. Абсолютно, конечно, это прибыль. Это прибыль, это если вы еще в поиске, если кто-то еще без пары, это вполне может быть вот прибыль принесется к вам вот человек, встретите человека, а что вы уже двое, это уже прибыль, это уже вместе, это уже вдвоем легче идти по жизни. Причем это вот такой очень удачный будет союз, удачная будет коммерческая даже удачная сделка. Вот человек, допустим, где-то занимается, вы с ним сделали контракт, вы поставляете ему продукцию. То есть и вы соединяетесь, и работа ваша вдвойне увеличивается. То есть вы с партнером вместе начинаете со своим работать. Великолепное положение, пользуйтесь этим моментом. Ну и что еще? Полнолуние будет. Полнолуние будет в Водолее для вас, 12 сектор. Вот абсолютно сюда точно подходит. Хорошо вам будет. Не хвастайтесь, не объявляйте это никому. А вам будет хорошо. И в партнерстве, и в финансах. А плохо, не жалуйся. Это вот это. То есть в 12 полнолуние, в 12 секторе, это немножко закрыться, немножко уединиться, подвести итог, линию, черту какую-то подвести. Вот каким-то своим, может быть, то, на каком этапе вы были, то, с чем вы были связаны, вы подводите итог. И это уединиться, посмотреть, подумать, поразмышлять, помедитировать, успокоиться, выспаться, отдохнуть. Это все вот такое будет полнолуние. Причем оно будет такое легкое, оно же будет в Водолее. Легкое. Вам легко будет подвести итоги. Вас ничего не гложет, вас ничего не будет тревожить. Легко с чем-то отступаете от чего-то, расстаетесь. Это вполне может быть и болезнь какая-то отступает. Легко. Вы вели какую-то прям борьбу за свое здоровье. И вот такое легко отступает, легко отходит.
по этому полнолунию, вполне может быть. Ну и давайте посмотрим, что сделает еще, где у нас Меркурий. А Меркурий, немножечко сделает напряженный аспект с вашим Нептуном. Сделает немножко напряженный аспект с 25 числа с вашим Нептуном. То есть, в чем напряжение? В том, что ясность становится, прояснится что-то, и иллюзия уйдет. Сбросите эту всю ненужную шелуху, это вполне могут быть, отпадут какие-то псевдо-друзья, которые вас окружали. А может быть, по Меркурию еще и ваше псевдо какое-то понимание, что вы на чем-то настаивали, о чем-то себе в голове как-то думали, а вдруг вы скажете, а зачем я над этим сильно так тружусь, а почему я не сделаю по другой вариант, мне вот предлагает и такой вариант. То есть как-то вот эти свои мысли, свои понимания, вполне может быть, вы отпустите. Человек, который меняет свои мысли, это человек очень гибкий. Ты не можешь так думать, как ты думал 20 лет назад. Конечно, что-то должно меняться. Ты сам по себе растешь, и мысли твои могут измениться. Ты сам изменяешься. Вот это вполне может быть у вас. Именно что-то изменится, что-то вы отпустите. Какую-то вот эту надуманную свою иллюзию отпустите, уберете. Может быть, вы очень много вкладывали деньги в творчество какое-то, а оно у вас не продвигается, оно у вас нету, на него спроса нет. И вы оставите эту затею, скажете, я сюда много вкладываю своего времени, я много вкладываю сюда финансов, я много вкладываю своей энергии, а результата получить не могу. Тоже вполне может быть иллюзия какая-то развеется. А также вполне может проиграться этот напряженный аспект. Привяжется какая-то иллюзия. Вот вы захотите, будем переезжать, давай буду переезжать, нам нужно ремонт сделать, или нам нужно переехать, или нам нужно что-то вот такое тоже по Меркурию. Информацию, которую получите, вас эта информация может не устраивает, и вы захотите как-то это все, то есть немножко себя заземлите, приземлите, пользуйтесь тем, что Венера в очень хорошем расположении, Марс вас очень хорошо поддерживает, он идет по 7-му сектору весь месяц. И Марс в Деве, он такой сосредоточенный, он дисциплинированный, он в порядок хочет. То есть придерживайтесь вот этого. А иллюзия, которая вдруг у вас возникает, какая-то иллюзия, это, знаете, еще и может быть сорока на хвосте принесла, называется. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то принес, какую-то ненужную новость. И ваш идеал, который у вас есть, он у вас рассыпается, развеялся. А иллюзия это может закончиться, пройти. Поэтому больше именно порядка, дисциплины, прекрасного, прибыльного, удачного партнерства. И, конечно, месяц такой очень для дома, для себя, для души, для отношений, для развития прекрасных отношений. Вот месяц про это. Вообще приятный для вас будет месяц. Очень будет для вас приятный месяц. Ну что, мои рыбки, спасибо, что не забываете ставить лайки. Спасибо за поддержку канала. Я вас всех бесконечно уважаю и люблю своих рыбок. Всем пока!